Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада видеть вас на своем канале Цветок Персика. Сегодня я хотела бы поговорить с вами о лепестках, но перед тем, как я начну рассказывать, хочу показать вам свою новую работу. Когда я ее начинала, в одном из видео я показывала сформированный цветок. Вот он. Сейчас работа полностью закончена, то есть у нас получился цветок, 2 бутона и листики. Композиция тоже такая многослойная. Вот он цветочек. Лепесточки немножко имеют белый оттенок, то есть все объемное, все очень яркое, насыщенное. Тоже такая весенняя композиция. И если вам такая работа понравилась, и вы захотите, чтобы я сняла мастер-класс по созданию цветка, допустим, такой формы, то пишите в комментариях, и я в следующих видео обязательно покажу, как я это делала. Ну, а сегодня мы поговорим о лепестках. Так, работу я уберу в сторонку пока. И вот, что я сделала. Я подготовила такие образцы лепестков, то есть что такое в скульптурной в живописи лепестки. Лепестки — это по сути основа, база всей скульптурной живописи. То есть что бы мы ни делали, что бы мы ни создавали в своей композиции, всегда в основе у нас лежит лепесток. Принцип набора лепестков у нас примерно одинаковый, но вот форма, объем, размер зависит от того, какие мастихины мы используем. Ну, то есть мастихины я вам уже показывала. Мастихин с острым краешком, мастихин рыбка, мастихин классической формы с закругленным носиком, мастихин маленький с закругленным носиком, такой более ромбовидной формы тоже маленький мастихин. Мастихин такой вот длинненький. То есть и каждый из этих видов мастихина призван у нас помощником для создания того или иного лепестка. То есть когда мы начинаем создавать композицию, мы прежде всего продумываем, где какой лепесток у нас будет располагаться, какой цветок. И внимательно смотрим на фотографию этого цветка, либо на живой цветок. И примерно представляем, из каких лепестков этот цветок у нас состоит. И какой мастихин я могу использовать, чтобы создать тот или иной лепесток. Вот, например, вот такой вот совсем маленький лепесточек, они могут быть даже еще меньше. Вот покажу. Вот такой совсем малюсенький. Может быть использован для создания каких-то бутончиков. Мы также можем использовать вот совсем взять на кончик вот такую вот штучечку, совсем маленькую. Раз, и нанести на палитру. То есть это тоже лепесточек, но он очень миленький. И, например, при создании каких-то миленьких соцветий, либо там соцветий сирени, где мы создаем бутончики или какие-то лепесточки, мы вот используем вот такие маленькие. То есть мы можем либо на кончик мастихина, если у нас нет в наборе очень большого количества мастихинов, либо мы для таких миленьких лепесточков используем небольшие мастихинчики. Лепесточек у нас может быть одинарным, двойным, тройной, я вам как-то показывала в мастер-классе. Вот здесь на палитре сейчас у меня представлены все одинарные лепестки, но их можно добавлять двойным, то есть будет создан более круглый лепесток, либо вот такой вот одинарный. Также мы знаем, что лепесток мы используем вот менее высокий, более высокий. Мы можем его использовать как на гладкую сторону. Вот у нас гладкая сторона. Также мы ее можем использовать на рифленую сторону. Вот когда мы с вами делали мастер-класс по созданию ирисов, мы все лепесточки выкладывали на рифленую сторону. То есть она такая фактурная, интересная. Вот такой еще у нас интересный лепесток. То есть здесь, когда делается упор на край мастихина, получается лепесток вот с таким рваным краем. То есть мы его тоже используем, например, при создании
тоже лепесточков, цветов, у которых множество вот таких вот рваных краешков. И по большому счету, вот это при помощи большого мастихина я сделала вот такой вот лепесток. То есть принцип набора лепестка, он у нас одинаковый, но, еще раз говорю, когда мы продумываем перед началом работы свою композицию, мы всегда представляем, что для этой композиции нам понадобится, именно какой формы, размера мастихин, из каких лепестков у нас состоит тот или иной цветочек, и уже непосредственно начинаем набирать. Когда надо, мы набираем маленький лепесток, когда надо большой, когда надо вот такой вот как бы веерной формы лепесток. То есть в зависимости от задачи, которую мы ставим, то есть если вот, например, вот к этому лепесточку добавить вторую половинку вот такой же формы, то у нас получится довольно-таки продолговатый, гладенький лепесток, который можно использовать, например, при создании цветка лилии. То есть при создании композиции мы всегда подходим очень осознанно, потому что мы всегда помним, что у нас лепесток – это основа скульптурной живописи, лепестки разных форм, разных размеров, разной фактуры мы можем набирать, используя мастихины различных форм и размеров. И все остальное уже дело как бы сбора нашей композиции, то есть формирование цветка, как мы вот формировали розу от лепестка к лепестку. То есть, по сути, мы там формировали лепестки одинаковой формы и примерно одинакового размера. То есть, ну, в серединке, понятно, они были поменьше, к краю цветка лепестки становились побольше, но принцип набора он у нас был одинаковый. И то есть от лепестка к лепестку мы формировали уже непосредственно наш цветок. Лепестков было очень много, но тем не менее лепесток – это основа всего, и поэтому для того, чтобы создавать композиции, вы можете вот даже просто вот, как я сейчас взяла, вот выложила на палитру, то есть просто берем и набираем, то есть учимся набирать лепесточки. Вот, набираем базу, основу, она у нас должна быть вот такой вот гладенькой, ровненькой. Обязательно очищаем краешек мастихина, чтобы, особенно когда нам нужен ровненький край лепестка, чтобы у нас не было никаких таких махрушек, никаких ошметок. И вот сейчас я ручку выпрямлю. И начинаем набор лепестка. То есть как набирать лепесток, я вам уже показывала много-много раз. Принцип он примерно одинаковый, но вот за исключением тех случаев, когда набор у нас делается с упором на носик. А так, в принципе, всегда одинаково. И вот я набираю, то есть если здесь у меня представлен лепесток менее высокий, вот он такой, они уже вот сейчас начинают подсыхать, уже можно спокойно в руки брать, но все равно руки еще пачкаются. А сейчас я, например, сделаю набор более высокого лепестка. Если штукатурка уже подсыхает, мы можем сделать совсем высокий лепесток. То есть если мы формируем какие-то уже крупные цветы, или там нам крайние лепестки надо сделать. Вот, посмотрите, всю штукатурку использовала. Если вот так лепесток загибается на край, мы его можем загнуть в обратную сторону. И вот у меня получился. Сейчас я его сниму на палитру. И вот у меня получился совсем огромный лепесток. Вот он какой. Ой, какой он красивый с обратной стороны, фактурный, резной. И вот такой лепесток можно использовать при создании маков, например. То есть точно так же выкладывать его как на фактурную сторону, так и на лицевую гладкую сторону, добавив к нему половинку из такого же лепестка. То есть вот видите, по сути я делаю одно и то же движение, одни и те же манипуляции по созданию лепестков, но все лепестки у меня получаются совершенно разных форм, разных размеров, от того, что я
просто-напросто использую разные мастихины для их создания. И поэтому вот тренируйтесь именно в такой базовой технике набора лепестка, потому что это основа всей скульптурной живописи. И именно овладев вот этой базовой техникой, вы уже потом в дальнейшем можете себе позволить создавать абсолютно любые композиции, потому что в скульптурной живописи так-то нет ничего сложного. Тут важно умение делать базовые вещи, немного терпения и двигаться постепенно, шаг за шагом в создании композиции. У вас обязательно все получится. А на сегодня у меня все по лепесткам. Мы еще будем говорить по ходу создания тех или иных композиций в мастер-классах. Я много рассказывала уже, как их набирать. Поэтому оставайтесь на канале. Я думаю, в следующем мастер-классе мы создадим цветок декоративного подсолнечника. Он будет яркий, желтенький, весенний и радостный. Поэтому не пропустите следующее видео. Оставайтесь на канале. Спасибо всем тем, кто был вместе со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И пока-пока. До встречи.